Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я тебе предлагаю порисовать Машу из сказочного патруля. Для этого нам понадобятся маркеры или цветные фломастеры. Ну что, начнем. Для начала нарисуем эскиз нашей Маши. В этой области я рисую голову. Это овал. Из овала мы будем прорисовывать дальше лицо. Здесь у меня будет ушко. Вот так мы нарисуем подбородок. В этой области мы нарисуем головной убор и прическу Маши. Вот таким образом. В верхней части экрана я специально повесила фотографию, чтобы мы ориентировались на нее, чтобы мы рисовали по референсу, чтобы у нас все было примерно похоже. Вот здесь я рисую волосы, а здесь вот такая повязка на голове, полукруг и полосочка. Да, это у нас, скорее всего, волосы так уложены в такую укладку. Поправляю лицо, делаю его более вытянутым. В этой области я рисую шею. Здесь я нарисую носик и вот так вот глазки. Глазки я рисую большие, они у меня похожи на пирожки, вот такие. Форму глаза. Внутри мы рисуем зрачок. Поправлю нос. Вот такой формы. Здесь у нас вот такой ротик, бровки. Рисуем дальше волосы, локоны. Поправлю прическу вот здесь так. И сзади у нее уходят волосы вот таким образом. Здесь у нас очки у Маши. Или маска. Поправляю шею и начинаем рисовать тело. Здесь у меня будет грудь, здесь у нее будет юбочка вот такой трапециевидной формы. Здесь мы нарисуем горловину. А вот здесь будут ножки. Сразу в гетрах нижняя часть у нас расширена. Гетры у нас накрывают ботиночки. Ботиночки вот таким полукругом я нарисую. А здесь вторая нога. Также она расширена к низу. И также у нас гетры накрывают ботиночки. У нас идет упор на эту ногу. Нужно посмотреть обязательно. Посмотри на фото. Эта рука у нас находится вот так сверху. А вот это уходит под правую руку вниз. И вот здесь у нас за тело уходит. Поправлю волосы. Сделаю голову чуть поменьше. Нарисовала большую голову, поэтому нужно на это обращать внимание. Я изменю немножко пропорции. Мне не понравились пропорции, какие у меня получились. Я перерисовываю руку. Для того и предлагаю рисовать вначале карандашом. Поправляю всю прическу.
Сделаю чуть-чуть поуже лицо, нос и глазки. По тому же принципу просто я делаю все чуть-чуть меньше относительно тела, и чтобы у меня все вписывалось в мой лист. Заметь, вот здесь зрачок в эту сторону смотрит, потому что у нас Маша смотрит в бок. Вот здесь волосы выглядывают из-под головного убора. Не бойся подправлять рисунок, в этом нет ничего страшного. Так мы учимся рисовать, так мы учимся чувствовать пропорции, чувствовать правильное построение тела. Здесь у нас кофточка. Рука вот так уходит вниз. И поправлю еще юбочку, сделаю на юбочке нижнюю деталь. Вот сейчас меня устраивает мой эскиз, и теперь я начну его раскрашивать. Для этого я беру вот такой бежевый маркер и начинаю закрашивать лицо нашей Маши. Если у тебя нет бежевого фломастера или маркера, тогда просто оставь лицо белым и сделай то, что мы будем дальше делать уже по бежевому цвету. Выкрась просто глазки, ротик и носик. Ну а если у тебя есть бежевый цвет, то это супер. Учимся рисовать лицо, передавать тональность. Закрашиваю полностью, оставляю только глазки, шейку. На носике делаю 2 слоя. Также выделяю бровки. Теперь беру тонкое сопло и под прической. В этой области также шею делаю несколько слоев. Тонким соплом рисую руки. И вот так на уходящая рука. Возьму теперь розовый цвет, закрашу ушко розовым цветом. Сделаю вот так вот акцент розовый на щечках, носик. И вот в этой области, нижнюю область лица. Размою немножко розовым бежевым. Несколько раз обведу вокруг глаз. При наслоении цвета у нас получается более плотный цвет. То же самое делаю с руками. В этой части у нас находится в тени, поэтому я добавляю еще цвета и плотности. Вот так. Теперь я возьму зеленый цвет и нарисую зрачки Маши зеленым цветом. В этой области я сделаю вторым слоем поплотнее. Посмотри, у нас сразу стоят глаза объемные. Возьму черный маркер и нарисую сам зрачок черным. Возьму гелевую ручку и обведу глаз у Маши черной гелевой ручкой. Чуть-чуть вот такими полосочками сделаю радужку на зрачке. Вот здесь мы рисуем
как реснички, и стрелочки или реснички. Беру корректирующую жидкость и ставлю на зрачок блики. Теперь беру коричневый фломастер, рисую бровки. Бровки у нас находятся на разном уровне, так как у нас эмоции на лице Маши, скептизм или еще что-то такое. Но она приподняла одну бровь. Нарисовала ноздри. Возьму вот такой кирпичного цвета маркер и нарисую Маше губки. Вот такое лицо у меня уже получается. Теперь возьму коричневый цвет, песочный такой, даже рыже-песочный, и закрашу волосы полностью. Будем рисовать Маше прическу. Закрашиваем равномерно. Теперь возьму темный коричневый и вот эту внутреннюю часть закрашу темным цветом. И будем рисовать эффект прядок. Вот такими линиями закрашиваю прическу Маши. Вверху у нас остается светлое пятно, и это пятно создает объем. Объем и прядки. Не торопись, если не успеваешь, ставь видео на паузу. Делай потихоньку, и когда успеешь все сделать, продолжай с нами. Посмотри, после приема этого получился эффект блеска волос. Добавлю еще плотности вот здесь, в внутренней части. И нарисую челку. Аккуратненько закрашиваю сзади волосы темным коричневым цветом. Здесь у Маши вот такие локоны. Добавлю плотности под повязку. Несколько штрихов сделаю в этом месте. Вот так у меня получилась прическа у Маши. Берем несколько зеленых цветов, понасыщеннее, посветлее и среднего цвета зеленый. И будем раскрашивать. Рисуем Маше повязку средне-зеленым таким. Немножко закрашиваю сверху желтым, чтобы у нас получился более такой салатовый цвет. Теперь возьму зеленый, более травяной, и закрашу Маше жилетку. Не заходим на руки, закрашиваем аккуратненько, чтобы ручки у нас остались такими, какие мы их нарисовали. Чуть-чуть добавлю плотности вокруг рук.
Возьму вот такой светло-салатовый цвет и закрашу блузку Маши этим цветом. Эта часть у нас белая, такая, мы ее рисуем серым цветом, светло-светло-серым. Зеленым, темно-зеленым маркером я рисую вот по этой области отделочную деталь кружева и также делаю тень. Закрашу юбку этим же цветом. Обхожу детали, которые у нас по низу, рисунок на юбке. Возьму красный маркер, ярко-красный, и нарисую пояс Маши. Возьмем такой рыжий цвет, нарисуем рисунок на юбочке, а также детали на гетрах у Маши. Темно-темно-зеленым вот такими движениями, похожими на змейку или на спираль, я рисую по низу отделочную деталь на юбке. И чуть-чуть в этой области делаю тень. Возьмем вот такой цвет, салатовый, но насыщенный, плотный, и заштрихуем Маше колготки этим цветом. Сделаю вот так на внутренней части ноги 2 слоя. Это нам придаст объем ножкам. Возьму темно-зеленый маркер и закрашу гетры темно-зеленым маркером. Буду обходить детали, которые мы рисовали. Оставляем небольшой белый зазор между ними. И то же самое на второй. Немножко добавлю вторым слоем тень. Темно-зеленым цветом нарисуем тень под гетрами внизу вот так. И таким более синим зеленым нарисуем обувь Маши. Возьму светло-светло-серый фломастер и добавлю на лице тени для объема. У меня такой прямо фиолетово-серый, но светлый-светлый-светлый. Вот здесь под глазами также обведу этим маркером. И добавлю немножко на ручках. Возьму темно-серый и в этой области нарисую тень на колготках. Также она у меня будет переходить и на гетры по внутренней части.
светло-серым цветом сделаю тень на блузке. И еще одним средне-серым нарисую тени вот в этих местах на руках. Руки сразу становятся объемные. Хочу еще добавить этого темно-серого в этой области. Средне-серым нарисую под обувью тень. Нарисуем маску нашей Маши. Салатовым цветом я закрашиваю вот так вот маску прямо поверх того, что я уже нарисовала. Потому что у нас маска из прозрачного материала светло-салатового цвета. Вот такая Маша у меня получилась. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.